Зима явила свои суровые грани. Я ехал по заснеженной дороге, когда внезапно моя машина остановилась перед небольшой фигуркой, которая как будто только и жила, что жила под этими целыми сводами зимней непогоды. Это была собачка, потерянная и напуганная. Ее хвост нервно вертелся, указывая на неуверенность и страх. Даже в этом холодном и безжизненном мире, завуалированном белым покрывалом снега, она искала свое место, свой дом. В этой белоснежной пустоте, где даже ветер напоминал о горьком одиночестве, одинокая собака выглядела особенно уязвимой. Ее глаза отражали меланхолию, дарованную зимними просторами. Холодный воздух пронзал душу, обостряя чувства, ведь каждый вздох напоминал о том, насколько жестокой может быть жизнь для тех, кто не смог освоиться в этом мире. Замедлив, я посмотрел на нее с надеждой. Ее глаза были полны страха, но в них также светилась надежда на то, что кто-то, наконец, придет на помощь. Я остановил машину и, переживая от тревоги за ее судьбу, вышел наружу полон решимости помочь малютке. Были мгновения, когда мне казалось, будто все вокруг замерло. Собака нерешительно приблизилась ко мне. Ее маленькие лапки оставляли четкие отпечатки на снежном покрывале. Как будто она не могла поверить, что кто-то пришел к ней на помощь. Я протянул ей руку, наполнив ее теплом, ожидая проявления доверия. Это была крайне важная секунда. Шаг доверия со стороны несчастного создания, у которого забрали все, включая надежду. И в этот миг я ощутил, что наша встреча была предначертана судьбой. Действительно, через несколько мгновений она обретает уверенность и, словно сбросив с себя тяжесть страха, убегает от меня вглубь плотного леса. Я почувствовал, как сердце мое сдавило от разочарования. Ведь я уже успел о ней позаботиться, а теперь она снова сбежала. Внутри меня разразилась буря эмоций, от жалости до гнева на себя за то, что не смог ее удержать. Я делал все возможное, чтобы стать ей другом. Однако через минуту, на мое удивление, она снова появилась. На этот раз она подошла ближе, словно посмев поднять свои смелые глаза, кольнула меня своим холодным носиком, а затем лизнула мою руку, явно ища помощи. В тот момент я понял, что не могу оставить ее одну в этот суровый зимний вечер, который, как мне казалось, мог стать ее последним. Это было не просто желание, это была глубоко личная связь, понимание того, что сейчас я необходим. Я подождал, пока она несколько раз помашешь хвостиком, прежде чем вновь направился к машине. Поняв, что эта собака нуждается в любви и защите, я открыл дверцу и звал ее. Собака нерешительно подошла, и как только я сделал шаг в ее сторону, она немедленно вскочила в салон, словно находя утешение от того, что пробудилась от своих горьких страданий. Мы были незнакомы, но она явно чувствовала, что теперь в безопасности. Я закрыл дверь и увереннее нажал на газ, направляясь к ближайшему приюту для животных. За окном деревья проносились мимо, унося с собой белоснежные вихри, а в сердце у меня зарождалась надежда на ее новую жизнь. Мы с ней вместе стояли на краю новой судьбы, и я знал, что отныне она уже не одна, что ей больше не придется сталкиваться с этими холодными зимними ночами в полном одиночестве. Добравшись до приюта, я вышел из машины и подошел к двери, держа собаку на руках, как самого драгоценного сокровища. Персонал, увидев нас, мгновенно открыл дверь, и мы ввалились внутрь, преодолевая границы тепла и уюта, созданного заботливыми людьми. Каждые шаги в этом светлом помещении укрывали нас от холодной пустоты улицы. Работники приюта сразу же пришли на помощь, удивленные тем, что кто-то осмелился оставить бедную собаку на улице в такую холодную погоду. Конечно, я понимал, что сейчас она нуждается в поддержке больше всего. Я подробно объяснил ситуацию, чувствуя, как эмоции переполняют меня. С каждой минутой ожидания я испытывал все большее волнение и симпатию к эту прекрасную сущность, которая вот-вот найдет новый дом. Вскоре они принялись за дело.
Собаку окружили заботливые руки, вскоре она получила теплую постель, еду и свежую воду, о которой давно забыла. Этот миг принес мне немалое облегчение. Кажется, в этот момент собака начала верить, что ее жизнь действительно может измениться. Я наблюдал за тем, как она осматривается вокруг, вдыхает запахи тепла и еды, наполняющие приют, ведь она навсегда запомнит этот момент, этот переход от страха к надежде. Работники приюта быстро осмотрели ее и, к счастью, обнаружили, что у нее лишь несколько незначительных травм. Моя душа облегчилась. Я успокоился, зная, что теперь она в безопасности. Мы ждали, когда начнется процесс поиска ей нового дома, и каждая минута казалась вечностью, полна ожидания и надежды. Она проверяла все уголки приюта, словно искала свой идеальный уголок, который станет ее домом и местом, где ее будут любить. Через несколько дней после того, как сотрудники поработали над ее медицинским состоянием и подготовили необходимые документы, собака стала готова к усыновлению. По всему приюту ходили люди, которые искали новых друзей. Каждый приходящий рассчитывал обнаружить своего идеального спутника. Люди, приходившие в приют, чтобы найти нового друга, волновались при встрече с ней. Она показала всю свою сентиментальность и благодарность, теребя хвостиком и касаясь носиком каждой руки. С каждым днем все больше людей интересовались ею, и ее трогательная история о дальнейшем существовании стала известна многим. Беспокойство в глазах людей, их ожидания — все это раскрывало чувство сопричастности к ее судьбе. В конце концов, в приюте нашлась семья, которая влюбилась в нее с первого взгляда. Это были любящие и заботливые люди, готовые подарить ей второй шанс на жизнь. Они обняли ее и поклялись заботиться о ней всю жизнь, искренне желая стать ее новым домом и защитой. Как будто в этот параллельный мир, где каждый из них нашел друг друга не по воле случая, я смотрел на них и знал, что это был именно тот счастливый конец, которого она заслужила. В это мгновение уловил тонкое дыхание надежды, о которой так давно мечтала сама. Такой образ любви, заботы и взаимопонимания столь желанен в нашем мире, как будто все мы жаждем нечто подобного даже в самом сердце зимы. Эта трогательная история показала мне действительно важный аспект нашей жизни — приюты для животных. Места, которые предоставляют кров и заботу потерянным, брошенным и бездомным животным, для которых каждый новый день — это борьба за выживание, полная неизвестности. Они обеспечивают временные убежища и заботятся о животных, одновременно сообщая общественности об ответственности в отношении домашних животных. Их работа крайне важна для формирования социального сознания о бездомных животных, вызывая в людях осознание того, что каждый из нас может сыграть свою роль в помощи и поддержке этих живых существ. Одной из главных проблем, с которыми сталкиваются приюты для животных, является перенаселение. Каждый день в приюты приводят десятки взрослых и щенков, многие из которых были выброшены на произвол судьбы. Сплошной поток животных, полных страхов и со слезами в глазах, словно отражение человеческих пороков и неудач. Но на сегодняшний день, несмотря на старания волонтеров и работников, многие из них остаются без хозяев, и это становится реальной проблемой. Приюты делают все возможное, чтобы заботиться о животных и находить приюты для брошенных или попавших в трудную ситуацию собак и кошек, делая все возможное для каждого отдельного случая, чтобы предложить надежду тем, кто страдает. Постоянная нехватка ресурсов и места порождают множество вызовов, с которыми необходимо справляться, чтобы дать каждому животному возможность на новую жизнь. Усыновление домашнего животного из приюта – отличный способ сократить количество бездомных животных и подарить любому из них дом и семью, а также стать частью большой социальной миссии. Это прекрасная возможность для людей общаться и устанавливать глубокую связь с теми, кто нуждается в любви.
Кроме того, это может быть более полезным и менее затратным для потенциальных владельцев, чем приобретение щенка от заводчика. Нередко эти бедные создания уже пережили множество перенесенных стрессов и, таким образом, давая им новый дом, мы помогаем им восстановиться, обрести мир и стабильность, которой они так нуждаются в жизни. Прежде чем принимать решение о том, чтобы стать хозяином, важно провести исследование и найти приют, который обеспечивает надлежащее обслуживание и содержит собак и кошек, которые будут соответствовать вашему образу жизни, требованиям и привычкам вашей семьи. Эта неотъемлемая часть процесса обычно проходит через процесс выбора, который дает возможность потенциальным владельцам получить более полное представление о любимцах. Я часто задумывался, что животные — это не просто питомцы, а полноценные члены семьи, каждая из которых могут внести свою уникальную букву в одну большую историю. Никто не знает, через какие трудности может пройти брошенное животное, и именно приюты становятся для них надежным пристанищем, где они могут найти укрытие и поддержку. Если усыновление не является вариантами, волонтерство в приюте для животных становится прекрасной альтернативой, позволяя людям приобщиться к этому важному делу. Волонтеры предоставляют помощь, общаются с животными и поддерживают персонал приюта в поиске домиков для животных. Каждая минута времени, проведенного с этими создающими умиление существами, становится важной. В конце концов, это дает возможность не только делать добро, но и изменить жизни как животных, так и людей, сделав мир более добрым и справедливым. Быть частью этой цепи добра и любви — великая удача для каждого. Воссоединение с той маленькой собачкой помогло мне понять, насколько важна эта работа и насколько мы все можем помочь. Каждый из нас имеет возможность делать мир чуть лучше, выделяя свою доброту и поддержку. Эта история важна как стремление понять, что доброта и добросердечность не стоят дорого. Каждый может проявить заботу о тех, кто оказался в трудной ситуации, и каждый день может стать новым шансом для тех, кто нуждается. Поэтому, если у вас есть возможность, поделитесь этим рассказом со своими друзьями и семьей. Зачастую важно, чтобы больше людей знали о проблемах бездомных животных и о возможностях усыновления и волонтерства в приютах. Каждый может стать частью этой огромной проблемы, и каждый выбор имеет значение. Эта короткая история о маленькой потерянной собачке напомнила всем нам о том, что жизнь полна чудес, когда мы открываем свои сердца для заботы и любви. Пусть ничто не останавливает нас в стремлении помогать тем, кто в этом нуждается, ведь души, которые могли бы оказаться полными любви и привязанности, не должны быть брошены на произвол судьбы. Однажды эта маленькая собачка нашла в нашем мире надежду, и я верю, что каждый из нас способен пробудить надежду в других. Так давайте не будем далеки от этого нашего гражданского долга и подарим счастье тем, кто его жаждет, будь это человек или животное, каждый из нас уникален и достоин любви.